Одного взгляда в глаза этого животного достаточно, чтобы расплакаться. Случилось все в Красноярске. Когда-то у Узбаки был дом. Именно там ендели ей на шею резинку, которую так и не сняло. За годы резинка превратилась в давку. Она повредила трахею. Теперь врачи пытаются исправить ситуацию. Волонтерам позволили жители микрорайона. Пони просили как можно скорее прислать кого-то, кто сможет помочь собаке. Спасатели приехали быстро, но даже они не смогли сразу справиться с тем, что увидели. Черная собака Боня умирала на глазах, не ела, не пила и с трудом дышала. Собака была обезвожена. Она находилась на грани жизни и смерти. Волонтеры сразу повезли животное в клинику. Врачи, едва увидев Боню, отправили ее в операционную. Первое время даже специалисты не понимали, что происходит. Вскоре стало понятно, что на шее собаки удавка. Когда врачи проверили свою теорию, они увидели, что шею животного стянута резинкой для волос. Резинка была детской, а Боня довольно крупным животным. Как оказалось, резинка вросла под кожу. Врачи уверены, это произошло не сразу. Собака росла вместе с ней. Со временем резинка больше не растягивалась. Начала сдавливать животному горло и привела к перелому трахеи. В операционной у Бони остановилось дыхание. Ее сердце остановилось. Час врачи поддерживали дыхание, подавая кислород вручную, поскольку соответствующего оборудования в клинике просто не было. Боню смогли спасти. Чтобы собака дышала, у нее в трахее стоит трубка. Питаться самостоятельно Бони не может. Она до конца жизни останется инвалидом, полностью зависимым от человека. Вскоре оказалось, что у Бони был дом. Она жила в семье, где были дети. Сразу хозяева прекратили ее кормить, а затем и вовсе выгнали, не пожелав возиться с больным животным.